Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Мартышку пока отлучаю, она тут решила лампочку погрызть, дурында. У меня тут подсветка стоит, она не понимает, что лампочка может быть горячая. Так вот, сегодняшний обзор не состоялся бы, если бы не несколько замечательных человек и даже не одна романтическая история. Вы на крупный план смотрите там что да как, ну а я начинаю, догоняйте. Это всевозможные участники нашего сегодняшнего обзора, а теперь о каждом из них и по отдельности, но естественно начнем с бритвы. Перед нами, ребята, идеал советской постройки. Чуточку подробнее о станке расскажу сейчас, а предысторию мы сейчас с вами вместе и посмотрим. Здравствуйте, уважаемый Вадим Викторович, отправляю вам на развитие канала интересные бритвы начала 90-х СССР из города Сим, завод «Агрегат». По работе обслуживали завод «Агрегат» и в музее увидел эти самые бритвы. Прям заинтересовался в них. Оказывается, во времена перестройки завод совсем забыли, и чтобы как-то просуществовать, директор решил выпускать товары бытового потребления, в том числе и бритвы. Это и спасло завод. Сейчас они выпускают товары для МЧС. Очень красивая девушка, фельдшер, зовут Рушан, помогла мне добыть из базы хранения последний экспонат, ребята, с музея, последний экспонат бритв. Единственное, не смогли найти их из-под них коробки, но я думаю, хорошее впечатление только прибавится. Я ей пообещал, что они уйдут в коллекцию замечательного обзорщика и хорошего человека Вадима. Чуток слукавил, хотел себе их оставить, но совесть не позволила. Буду очень рад, если вы передадите ей огромный привет от меня и клиники Промед. С глубоким уважением и почтением, Ильназ, не Ильяс. Вы меня часто так называете, я не обижаюсь. Так вот, Ильназ, во-первых, спасибо тебе огромное за то, что ты сделал для канала и за то, что ты сам себе превозмог. Опять же, все добро, оно должно поощряться, добро должно приносить добро. Поэтому после сегодняшнего обзора я с удовольствием этот станок отправлю обратно тебе, чтобы он был, как знаешь, как память. Память тебе о хорошем добром поступке и память мне, что вот есть такие люди у нас в Башкирии. Я с удовольствием отправлю тебе его обратно. Но второй станок, который ты прислал, вот эту вот замечательную штучку, с твоего разрешения я, конечно же, оставлю себе. Так вот, замечательной девушке Рушан, прямо сейчас я хочу передать большой-большой привет. Дорогая Рушан, спасибо тебе огромное, от всего сердца, просто спасибо. Спасибо за то, что услышала Ильназа, помогла ему из каких-то закромов в вашем чудесном заведении Промед найти вот это вот маленькое достояние нашей уже несуществующей истории. Хотя она не существует только физически, а у каждого из нас, кто еще рожден в СССР, она никуда не делась, она все еще существует. Так вот, спасибо тебе за то, что ты помогла совершить вот этот большой путь, и чтобы я мог и сам попробовать, и ребятам показать вот это вот замечательное произведение нашего советского автопрома. Ну и, пользуясь случаем, хочу передать привет всей Башкирии. Всей Башкирии большой рахмат. Биг рахмет? Или как правильно по-татарски? Потому что я у мамы подошел, а у меня мама славистская, башкирские татары. Я говорю: мама, а как сказать привет по-татарски? Она: салам. Салам так салам. Я тут не силен, тут я не могу сказать. Я по-татарски пока за все эти 30 лет жизни выучил только одно. Ае. Ае это значит нормально, хорошо, да, там проходите, там я пошел, ае, я пришел, ае, супчик будешь, ае. Приходите в следующий раз на канал, и с той стороны все 37 тысяч людей. Вот это и будет. Да, все нормально, все хорошо. Во-первых, Ильназ, прими мои искренние за то, что так долго тянул с этим станком. Сейчас волевым пинка под сраку самому себе, и сейчас мы на него посмотрим, что еще у нас есть от Ильназа, а кроме того, что станок. В такой короебочке еще была вот такая бумага. Не уверен, что это из этого станка. Нет, Sims. Да, Симза. Комплектация. Бритвенный аппарат, пластмассовый футляр, этикетка, коробка для лезвий. Адрес, Сим, Челябинская область. Воу, как.
Но Челябинск это не Башкирия. Ну вот куда занесло парня. Цены, к сожалению, нет, зато есть 92 год и ОТК. Срок гарантийный 12 месяцев. Ну ладно, уже хорошо. Вот с этой коробочкой после обзора я все Ильназу и отправлю. А теперь за сам станок. Ребята, он уже был на канале, я брился этим станком. Сейчас у меня немного больше о нем информации. Я думаю, что это копия не просто жилета Slim, а копия вот с этого вот замечательного изделия американского автопрома, ну станкопрома. Тоже жилет, тоже из серии Slim, но маленечко другой, с более длинной ручкой. Что же он из себя представляет? Это регулируемый станок. Он частично металлический, частично пластмассовый. Регулировка производится путем вращения вот этого кольца. Для этого вначале открываем лопасти. После этого выставляем желаемую позицию, которая отмечается вот здесь. Вот видите, вот на... давайте, вы, наверное, не видите нифига. Сейчас я вам покрупнее сделаю. Вот видите, вот здесь вот отметка есть. И путем вращения от единички до семерки, по-моему, мы, и даже больше, до девятки, выставляем ту требуемую агрессивность бритья, которая нам нужна. Как она вообще в принципе происходит? Да практически точно так же, как и на станках породы жилет, Slim, Fatboy и прочими. Вот эти вот внутри лопатки, видите, на оригиналах у американцев они тоже металлические, покрыты хромом или никелем, чем они там покрыты. Здесь же они пластиковые. Вот вы покрутили, вот допустим в данном случае на девятку, и после этого закрываем шторки. Смотрите, что происходит. Я вам сейчас боковое окошко покажу. Шторки фиксируются. И вот сейчас вот в этом правом углу вы должны видеть, как сама вот эта вот шторка, лепесток, соприкасается с этим с пластиковым штифтом. И вот в этом месте она и фиксирует лезвие. В отличие от Model T, здесь все нормально, здесь все хорошо. Извините мне этот стёб, но не мог не сказать. Потому что после того, как я выпустил свое то самое знаменитое видео, за которое меня там тапками хорошо зашвыряли, мне еще 5 человек написало, что у них та же самая история. Но не суть. Так вот, смотрите. Здесь нет возможности регулировки при закрытых шторках, потому что вот сейчас у нас, видите, на девятке, да, мы уходим опять на единицу, видите, вот вернулись, а теперь смотрите вот в ту щелочку, которая там есть, видите, там появилась такая небольшая как бы проплешина, что ли. Вот раз, опять открутили, и там между шторкой, лепестком и пластиковой штучкой образовался зазор. Выбрать его можно легко путем вращения этой ручки, потому что, вот смотрите, мы ставим опять на девятку, да, и вот все, я до конца докрутил, дальше она не идет, а теперь мы уходим на единицу, и теперь смотрите на ручку. Хоп, это мы выбрали тот самый паз, который там был. А теперь на секундочку себе представьте, что вот мы открываем шторки, выставляем на ту же самую единицу, да, и закрываем шторки. А теперь начинаем вращать колечко. А хрен-то там. Причина проста, ребята. Вращением колечка мы увеличиваем агрессию. Для этого те внутренние шпиньки выдвинуться должны, а мы их уже зафиксировали шторкой. Именно поэтому нельзя регулировать агрессию на этом станке закрытыми шторками. Хотите? Нема вопросов. Нема проблема, как говорят итальянцы. Взяли, поставили то, что вам нужно, закрыли и бреете себе, слава богу, все у вас будет хорошо. Чем еще отличает этот станок от оригинальных американских образцов? Ну, пожалуй, наверное, только тем, что здесь вот клеймо Симза стоит. И видите, пластиковая часть. Вот этот весь блок, он сделан из пластика. Ну, плюс еще вот здесь вот я смотрю, наблюдаю, заглушечка пластиковая. В остальном же, ну, на мой взгляд, это по образу и подобию. Но все-таки какие-то незримые, какие-то совершенно непонятные отличия в этом станке есть. Потому что, когда пару-тройку лет назад я им брился, этот станок для меня был гораздо более комфортный, нежели жилет Slim или Fatboy. Он был бархатистый. Что будет сейчас, я не знаю. Ну, давайте повторим свой более чем двухлетний опыт. Что же мы поставим? Сегодня я хочу поставить лезвие Q-Shave. Как видите, с титановым покрытием, производства Америки. Q-Shave Америки. Ну, для меня это совершенно загадка. Эту пачку прислал мне Барбонов Олег, город Златоуст. Вот именно с этим лезвием я и хочу попробовать сегодня побриться. Но
как же у меня чешется, как же у меня свербит поставить что-то другое. Например, вот Дадеева Михаила Михайловича, город Москва, который вот прислал вот эти лезвия, и многие другие парни, которые точно так же присылают совершенно уникальные, не бывшие ни разу на канале лезвия. С одной стороны, я понимаю, что каждый раз ставя лезвие на незнакомые мне станки, я адекватно не смогу их оценить. Для этого нужно выбрать один. Я его уже выбрал, 1.18. Но лишить вас вот просмотра новых изделий и сидения только на одном и испытывать разные лезвия каждый раз, вот это вот я фиг. Тут, наверное, надо как-то, ну, я не знаю, волевым решением так вот взяться, и вот тогда, наверное, все пойдет. А пока же, благодаря Дееву Михаилу, я, наверное, оставлю. Ну вот синенькая мне нравится. Вот это. Это будет у нас на подстраховку. Вдруг по какому-то стечению обстоятельств шейф у нас не заработает, тогда мы возьмем вот этот вот шарп от Деева Михаила и поставим. А сейчас же, ну давайте америкосовская, кюшеевская и поставим. Так, будешь открываться? Вот так мы тебя сейчас красиво попробуем. Опа, Америка, Европа. Упаковано. Ну, собственно, как пачка, так и лезвие. Пока по красоте. Так, залеплено. Тоже качественно. Ребят, ну, если даже это сделал Китай для американцев, то, в принципе, сделано-то годно. Ну, то есть сейчас тут до чего-то докопаться я здесь не вижу. На самом лезвии никакой графики нет совершенно, никаких надписей, точно так же, как и на КАИ. Да, вообще ничего. Давайте устанавливать. Прежде чем мы установим, было бы неплохо поделиться, на чем мы, собственно, бриться будем. Лезвие не знаю, станок уже забыл. Ну, давайте, наверное, с тройки начнем, да? Да, вот так с троечки начнем, а там уже посмотрим, в какую сторону, если что, перепрыгнуть. Вот мы закрыли, и что у нас получилось? Да нормально все. Вот этой красотой мы с вами сегодня и побреемся. А нам поможет. От Михи Ржевского осталось еще 2 мыла, оба Мондиаль, и я решил начать с бергамота Нероли. Почему? Да за его запах, ребята. Потому что здесь вот то, что нарисовано на картинке, бергамота Нероли, лайма офигиана, это все здесь есть, ребята. Все есть. Само мыло веганское, о чем недвусмысленно говорит тот состав, который нарисован вот здесь вот на задней этикетке. Сапона де Барба, бергамота Нероли. Ребята, бомбит, просто бомбит. И от названия, и от запаха. 60 грамм весом, за 60 грамм вам придется отдать где-то в районе 12 евро. За 150 там, да, там побольше, там вплоть до 16-17 евро. Больше, но это только если в деревянной упаковке, там да, там может скакать и до 25 евро. Само мыло, оно больше на крем похоже. Мягонькое, такое достаточно мягонькое, промять его элементарно просто. Запах сейчас нюхать не буду, потому что опять занюхаюсь, и от него просто плющит. Плющит, как уж по стекловате, удав, змея. Вот сами поняли. Короче, там вообще бомба. Так пахнет хорошо. Вот с этой штукой сегодня и побреемся. А нам будет помогать. Вот это вот замечательное изделие испанского автопрома. Или португальского. Все время я их путаю. По-моему, португальского все же, да? Ну, ребят, не кидайте тапками, лучше поправьте меня. Так вот, перед нами Симок 1305. Внешне по конструктиву этот помазок из кабана, ну, достаточно сбалансирован. При длине 110 мм, диаметр узла 22 мм, ручка 55, узел 55. Ну, казалось бы. И ручка эргономичная, иди и радуйся. И радовался я ему, наверное, где-то месяцев 9 год. А потом случилось что-то. Ну, первое, что случилось, конечно же, от моего радостного пользования этим помазком кончики распушились. Но помимо той пушистости, которую приобрел помазок, он начал еще и подъедать. Подъедал, зараза, со бешеной страшной силой. С одной стороны, я не пойму, а чего расстраиваться. Ну ладно, ну хорошо, ну подъедает, что у меня, мыло что ли мало. А с другой стороны, ну хотелось бы, чтобы как-то он себя
поскромнее, что ли, вел, аппетиты поумерил. Но, тем не менее, привлекательность этого помазка стоимостью 12 евро для нас все-таки имеет какое-то значение, потому что если, допустим, брать кабанчиков, то он один из, на который можно обратить внимание и, в принципе, который работает достаточно сносно. На первых порах он у меня вообще просто великолепно работал, поэтому вот сегодня этим помазком и хотелось бы поработать прямо на лице, без всяких чаш, вот так раз и все, и в путь. Ну а на финиш у нас будет Аква де Спорта, лосьон после бритья. Очаровательный, неповторимый продукт от компании «Новая Заря». Он достаточно сбалансирован во всех своих ипостасях. Во-первых, по алкоголю почти 60%, 59%. Во-вторых, он для любого типа кожи. Вот какой у тебя тип кожи, вот он для этого типа кожи и годится. Многие ребята спрашивают, вот я хочу перейти на алкогольный лосьон, с какого процента мне начать? Ребята, минимально ощутимый процент алкоголя, который вы сможете в принципе уже распознать как алкоголь, лично для меня 60%. Все, что меньше, там 40, 50, оно даже не пахнет. Это знаете, что слону дробина, что мараться. Вот для меня лично хорошо 60-70 и выше. Выше это уже да. 60-70 хорошо. А все, что остальное, тут на ваше усмотрение. Если боитесь, можно и 30-40 поискать. Здесь же 60, 59. Опять же, цена. В разных вариантах его можно найти от 150 до 250 рублей. Согласитесь, вот за такой фунфырик 100 мл, это что, деньги? Да это вообще ни о чем совершенно. Запах по-своему хорош, это свежесть, это такой бодрячок, это утренняя пробежка, это ты бежишь, а впереди тебя какая-то девушка-блондинка в стройном таком трико, тоже вот тяжечку, но она не бежит, она спокойно идет, раскачивает своими мыслями, а впереди нее какая-то собачка на поводке. И ты невольно притормаживаешь и начинаешь думать, а как что сказать, что... вот такой запах, ребята. Запах достойный, запах интересный, он спортивный, он упругий, он такой, знаете, а-ля муртужур, молодежь и абажур, и все на свете. Вот сегодня вот такой штукой и будем пользоваться. Все, что сидим, пошли бриться. Итак, Мондиаль. Мягкая. Я бы даже сказал, что это до неприличия мягкое. Это даже, возможно, даже это не мыло, это крем. Вот сейчас я так надавлю пальцем, чтобы вы понимали, да? Я до донышка могу его продавить. Это не в том смысле, что это плохо или хорошо, я просто вам говорю, что вот как оно есть. Давайте сейчас сделаем из него пришейф. Не просто это, потому что в пазы вся вода проскочила. Я думаю, даже нифига и не получится. Ну-ка еще раз. А если вот так вот? Хоть что-то будет. Да, вот так маленько мыльная получилась. Бодренько. До пузыриков, до пены. Так как это кабанчик, хоть других я и не замачиваю, ни синтетику, ни барсуков, этот решил все же замочить. Посмотрим, что с нашим мылом сделает. Как бодренько пошел. Крупнозернистая. Вы сами понимаете, что этот футляр, он не для взбития там пены. Забирать тоже то еще удовольствие. Вот с таким размером, мне кажется, самое оно, это вы поставили чашу и над чашей вот так колошматите, потому что, она маленькая до неприличия. Из нее он все, смотрите, вываливается. Ребят, давайте, знаете что? У меня предложение следующее. Наверное, я сейчас уже завязываю мучить эту баночку. И вот с тем, что мы успели добыть, наверное, сейчас сразу на лицо и пойдем. А потом по мере поступления, вдруг этот паразит все-таки схомячит, просто буду добирать, да и все. Вот и все дела. Погнали. Наших городских. Хорошо. Примерно так же хорошо, как вот ты встаешь не в 9, не в 10, не в 11, не в 12, а в 6-7 выходишь на улицу, а там птицы поют, редкие прохожие перебегают, и такой воздух, и такая атмосфера. Ты просто идешь и полная грудь. Вот так примерно хорошо. Да, кстати, тут недавно Александр Ковалев вопрос задал.
Говорит, Викторович, я там на форумах что-то почитал, синтетика, говорит, там что-то пушится со временем, точно так же, как натуральные помазки, и приходит в какую-то там кондицию. Саш, ну при всем моем уважении, это же синтетика. Если ты берешь, допустим, кабана, у него ворс резанный, и тебе понадобится там, ну, в зависимости от частоты использования, от полумесяца до 1,5-2 месяцев, в среднем месяц, чтобы кончики у него распушились, и он такой, знаешь, как блондинка после химки с жженными волосами стала, то есть кончики посеклись. Но это кабан. Ну, на барсуках я такого ничего не видел. Густотища-то какая неприличная. Вау. Чего-то подобного на барсуках я не видел. Но он все равно как-то так со временем сбивается и плотнее, солиднее становится, да. Но он тоже натурал, как бы это, сам понимаешь. Но синтетики, чему там сбиваться? Это синтетический волос, специально разработанный для помазков, чтобы чтобы минимизировать твои заморочки. То есть ему все намного гораздо более пофиг. Потому что он весь полностью до мозга костей. Вот пробитый до дна, он синтетический. Даже если ты его сушить будешь меньше или вообще не будешь, вряд ли он развалится, потому что он синтетический. Там нечему распушаться. Я еще ни разу не видел распушенного синтетического помазка. Если парни, ну, может, я что-то мало видел, мало глуп и не видал распушенных синтетик. Кто видел такие, ну, напишите в комментариях. Я такого ни разу не видел. Итак, третья позиция. Q-Shave, американское лезвие. Погнали. Вау. Подкусывает. Так, ну-ка, дайте-ка я его сейчас на 5-ю позицию попытаюсь пристроить. Раз он на 3-й так себя ведет неприлично. Если на 5-й сейчас начнет подкусывать, ну и он нафиг. Я лучше он другое лезвие поставлю. То же самое. Не, меняю. Сейчас, ребята, поставил шарпенка. Вот от Михаила Михайловича Адеева, Москва, про который говорил на крупном плане. Давайте посмотрим, что с этим будет. Так, пока я тут ковырялся, давайте омолодим. Ну-ка, по непаханной целине. Ну вот, уже по-другому. Не скажу, что идеально, но по-другому. Так, промывается. Да нормально промывается, хорошо. Угу. Ну, знаете, ребят, я последний раз идеалом брился, наверное, ну сколько? Ну, больше 2 лет назад. Может, 3 года даже. За это время, конечно же, видение изменилось. Если раньше я его воспринимал как бархатный, такой сидящий, то сейчас я его воспринимаю, ну, нифига не бархатный. Но все же это гораздо более годный и предпочтительный для меня вариант, нежели жилет Slim.
Потому что жилет Slim для меня, аки футбой тоже, я между ними большого различия не делаю. Хотя, конечно же, я не претендую на истину последней инстанции. Потому что знатоки наверняка меня поправят, что жилет Slim, фэтбой, это как бы они бреют по-разному. Да, ребята, вполне возможно, но для меня одинаково. Для меня в обоих этих станках от компании Жилет была какая-то злюкостервотность, что-то вот такое. Ну вот как ты вот берешь в руки веревку, да, допустим, толщиной, канат, допустим, там 3-4 сантиметра, ты тянешь, и тебе комфортно, ты знаешь, что у тебя ничего не будет. А ты берешь веревку, допустим, толщиной сантиметр, тебе тоже как бы так, да, даже и на руку можно намотать, но в любом случае за канат ты держался уверенней. А ты тянешь тот же самый вес, который был и к канату, к веревке привязан, только уже не канат и не веревка, а леска. Леска, которую ты знаешь, что ты хрен уже на руку намотаешь, которую знаешь, ты просто в кулак не зажмешь, потому что она тебя рассечет нахрен, по самые не балуй еще и сухожилия порежет. И ты уже думаешь о перчатках, и ты уже с таким усилием потянуть не можешь. Почему? Да потому что тебе проверять не надо, ты уже резал веревкой, руками, леской, тонкими вот такими руку, ты это знаешь. Вот там примерно то же самое. Я эту злючность, вот эту стервозность, я ее чувствовал фибрами души. Ну и она мне взаимностью отвечала, там хохотальник разносила. То есть вот так. Здесь этого нет. Здесь это интересней. Но все же это далеко не то, к чему я привык за последнее время. Вот это я хотел сказать. Но, Симожик, ты уж меня подведи, пожалуйста. Ой, не подведи, пожалуйста. Я тут уже всем рассказал, какой ты злюка, хомяк, а он второй слой, смотрите, дает намотать. Та же самая 5-я позиция, то же самое лезвие Sharp в синей упаковке. Пробуем. Ну да, здесь пузырь таков, что вот так вот не совсем удобно, но вот так ты добираешь то, что пропустил вот так, вполне себе. Ну вот, как-то так. Ну что, прям еще и в 3-й раз дашь мне пену нанести. Ребят, что-то с 5-й позиции не хочется уходить. Может, и 4-я, что выше лезть не хочу. Та злость, которую он мне сейчас показывает, она лично для меня говорит о том, что если я сейчас поставлю позлее, я эффективности прибавлю процентов 10-15, а стервозности процентов 50. То есть, явно счет не в то, что я хочу получить. Поэтому сейчас, наверное, все-таки будет логично, если я уйду с 5-ки на 4-ку, я в эффективности, поблизирую, процентов 5 потеряю, да? Зато по кайфу, по лояльности, по комплементарности клиенту я выиграю процентов 20, может быть даже больше. Вот я пока об этом серьезно думаю. Ну вот смотрите, Симожик дал нам возможность и на 3-й слой нанести. И судя по тому, какие он тут корки мочит, я думаю, что у него и за 4-м, и за 5-м бы не заржавело. Пена, конечно, до неприличия густющая, я пытаюсь ее разбавить, но пока без особого успеха.
4. Кто-то сейчас смотрит в экран и говорит: Викторович, ты чё, какая 4? Давай там на 3 отматывай, дарам-дарам. Ребята, мягкими, ну как ты выбреешься дельфина? BBS на мягких получить. Тут, если ты есть еще шары в шароварах, и у тебя шкура толстая, ты лучше в агрессию уйди. Или на середине останься, потому что там эффективность выше. А на мягкой эффективность меньше. Ты, да, пощадишь себя, но ты будешь выскабливаться. По итогу тебе схлопотать раздражение вот так, как 2 пальца об асфальт. Так. Ага. Да, ребят, хоть в процентах наверняка я так вот, знаете, как пальцем в небо, но по ощущениям получилось вот именно то, за что я вот говорил. Эх, камушка сейчас моего здесь нету. Тут недавно Александр Воронин задал вопрос: Викторович, а расскажи мне свои мысли за идеальное бритье. Ну, он имел в виду полный BBS, дельфинчика, чтобы так, знаете, ни сучка, ни задоринки везде. Как часто ты это практикуешь, как часто ты пытаешься этого добиться? И вообще, надо ли оно все вот это? Ну, судя по тому, что привычное нам имя Александр написано через О, Александр с Украины. Не знаю. Насколько правомочно, потому что было бы Александр, я бы сказал Сань. А вот когда Александр, так можно сказать, не можно. Хлопцы с Украины, поправьте. Так вот, тут каждый решает сам для себя. Все зависит от ситуации, все зависит от твоих хотелок, от степени толстокожести твоей, от того, насколько у тебя кожа вообще в принципе отдохнула. То есть вот тут собирается, знаешь, вот куча, и ты принимаешь решение. Вот, например, в данном конкретном случае я понимаю, что вот этим станком сейчас полного BBS я добиться не смогу. Да, несомненно, побрился неплохо, но все-таки некоторые очаги ДФС здесь присутствуют. И, в принципе, чтобы их локализовать или ликвидировать полностью, ну, наверное, было бы все-таки разумно уйти на минималку, на единицу, все-таки пошкрябать. Но я не хочу. Не хочу, потому что я прекрасно понимаю, что я сделаю некий дискомфорт для своей кожи, а возможно даже где-то местами разнесу, и заради чего ты мне скажи. Я просто понял этот станок, и я вот сейчас понимаю, что им регулярно BBS, дельфина, ну, мне нужно было бы тренироваться достаточно долго, подбирать лезвие. А сейчас такая ситуация, что у меня незнакомый станок, незнакомое лезвие, и я вот весь из себя такой вот кучерявый хлопец-гусар, да, начинаю тут елозить и BBS себе строить. По итогу я могу большой кровью за это заплатить. А ради чего? Это сейчас просто вот чуть-чуть свои мысли так вот приоткрыл, и наверняка ты, когда вот думаешь, бриться тебе, не бриться, BBS, ты о том же думаешь. Поэтому ты сам принимаешь решение. Как только ты найдешь станок, который даст тебе эту возможность, позволит в BBS все загонять без особых трудов, да это ты сразу поймешь, ты сам к нему будешь стремиться. Ну, вот, хотя бы вот самые распространенные модели, у которых за этим не заржавеет, та же самая 41-я голова. Для меня это лезвие РПЛ или зеленая Астра. Для меня 41-й BBS вот так вот на раз-два, да это, блин, за счастье.
после 41 без BBS, да я просто не встану из-за стола, потому что это нонсенс, это невозможно. Это априори, это заложено в самом конструктиве станка. Второй такой, это 1.18 и 1.3, 1.5 старты, ну и калибри в будущем. Это те же самые станки, которые не дадут тебе без BBS уйти. Ну, мне во всяком случае. Возможно, у кого-то это не получается. Для меня это просто, что доктор прописал, самый синокос. Ты эти станки почувствуешь сразу. И тот же самый HD34, и тот же самый Вейши, и та же самая Мюлле 89 голова. Для меня это просто, добиться полного BBS, да просто невозможно. Старт 69, старт 09, тоже я не смогу этого добиться, понимаешь? То есть тут совокупность информации, конгломерат, и сам решаешь, если коротко. Так, ну что, ребят, все, побрились. Пока живой, ничего не разнес. Компрессия, автошейф. Хорошо. Хорошо в деревне летом. А продолжение вы знаете. Сейчас сидел пока на компрессе. Я понял, что про кэшейф, который сделан для американцев, я сейчас даже сказать ничего не могу. Потому что как только стал делать первые движения, причем на 5-й позиции, это прям, закус. Я чувствовал закус. Не такой, что, знаете, до беспредела. Типа вот взял станок, так поставил, он у тебя на щите не висит. Нет. Но это, скажем так, новичок взял бы такой в руки. Ему все там гуру по ушам бы ездили. Братан, не дави, поставил. Вот так станок сам пошел. Он бы у него не пошел. Не пошел бы. Он бы закусил бы и вот так вот и стоял бы. И тому приходилось бы поддавливать. Вот это меня смутило. Переставив на шарп, да, там уже стало полегче. Не идеал, повторюсь, но все равно стало полегче, намного. Вот об этом и думал. Ну что, жахнем по спортику на пасашок и... забыл я, что у него дозатор правильный. Тут надо погладить, потрясти, потрусти. Как правильно, да? Вот. На щеках ничего вообще, на шее чуть-чуть поорать есть. Хорошо. Я не знаю, что вот. Ну да, согласен, сам в этом принимал участие несколько лет назад, за Флойд дифирамбы пел. И да, действительно. Классный, хороший. Но потом, когда вот тот конфуз произошел, случился, что его тупо перестали выпускать. Ребят, вот сейчас мне такая вот шальная мысль пришла. Возьми этот баллон, да, 400 миллилитров, или сколько там, 300 было, 400, по-моему. Залей туда вот такой продраченькой жишкой. Вот типа, название какое-нибудь другое, забугорное. Да какие бы дифирамбы мы пели. Верно люди говорят, но нет пророка в Отечестве. Вот 200 рублей, пизирь. 400 миллилитров, соответственно, 800. А вот сейчас возьми, допустим, в какой-нибудь из магаз клич, брось, рецепт, парни, Флойд за 800 рублей бутылка стоит, 400 миллилитров с грушей. Да как лемминги бы ломанулись и просто там забрызгали бы все от счастья. Ту же самую бутылку налей, это по цвету похож, по запаху. Но он не хуже, не лучше, он просто другой. Там ароматика другая. Там ароматика такова, что ты чувствуешь, что это какие-то забугорные напевы и прочее. К этому мы привыкаем с измальства. Но если взять от всего этого, абстрагироваться и просто ощутить его как вот такой продукт, я, наверное, думаю, что вряд ли бы у нас что получилось. Скорее всего, на это клюнули бы сами буржуи. Вот возьми это в 400 миллилитровый, этикеточку подправь, отправь ему туда и скажи: слышь ты, буржуй, дорогой ты мой товарищ, а вот давани-ка грушей после бритья и посмотреть, как он там на кипяток бы исходил после того, как он брызнулся бы нашей аквой спортой. Так, падеж неправильный, поправьте меня. То есть, это годный аромат, реально годный. По уходу вообще претензий никаких нет. Да, несомненно, они есть. Да, никакой липкости у вас на лице не будет. Да, это тема. И да, это спорт. Вот та самая ситуация, которая якобы в парке разыгралась.
Вы утром на пробежке, впереди вас там симпатичная девушка в этих сереньких таких трико в обтяжечку. И вот идет, и вот там мнет своим настроением, у нее там все из стороны в сторону колышется, она о чем-то там своем думает. Вы как только ее увидели, вы тоже о чем-то ее там стали думать. Ну, то есть вот это вот все живое, все играет, оно, да, на самом деле там есть, и это вкусно, это хорошо. Что все портит? Да портит то, что это делает новая заря. Да портит то, что это задолбанная бутылка из стекла и вот эта вот этикетка. Но явно нашей полиграфии. Все. А содержание-то на это не тянет. Содержание тянет на гораздо больше. Идите, найдите это стекло. Да для того, чтобы вам другое стекло получить, вам нужно на стекольный завод обратиться и минимум там 10, 40, 50, 100 тысяч стекла заказать, чтобы у вас было новое, не такое, как везде лежит. Ну и плюс по деньгам, чтобы нормально было. Потому что за меньшее стекольный завод даже трубой не пошевелит. Делать ничего не будут. Поэтому все берут вот такую фигню. Что, новая заря дура, что ли? Да нет, конечно. Вот, пожалуйста. Хотя у них мощности определенные есть. Они могли бы и под себя, скорее всего, стекло заказывать. Но рыночек-то решает. Вот вам по такая бутылка, пожалуйста. Полиграфия, ну да, за это можно было бы, конечно, попенять. Но новая заря, она, несмотря на то, что большая, она все-таки местами все-таки консервативна. Там люди за бабки тоже думают. Ну, а сам-то продукт, сам. Возьми его, переобуй, поставь другую тару, поставь другую этикетку и преподнеси. Да его не узнает никто, скажет: о, что это такое, ой, блин, вот. Это годная, обалденная вещь, 200 рублей бутылка. Где-то 150, где-то 250, но в среднем 200. Ребята, ну прям хорошо. Это наш ответ Флойду, да? Хорошая штука. Помазок. Помазок меня, честно сказать, сегодня и удивил, и обрадовал. Удивил. Но в последнее время, вот сколько месяцев назад я его брал в руки, у него он аппетит немеренный. Но он проявил, как и раньше. То есть он, да, кушал и не переставал. Ты мыл, а он, да, еще, ты на ему еще, он, а где ты мне давал? Да ты только что сожрал, еще давай, говорю. И вот так он кушал мыло. То есть пены с него дождаться было, но это была еще та проблема. Сейчас же посмотрите, что на 3 прохода, и говорит: что тебе еще 4-5 сделать? Да легко. ПМС у него кончилось, или что с ним произошло такое? Переболел он свое, стал по-другому. Мою я всегда по Москве одинаково. То есть закончилась процедура, та вода, которая осталась в раковине, я ее снимаю, мою раковину, затыкаю ее обратно, и пока теплая вода, ну да, теплая там вода бежит, она маленечко набирается, и я вначале ее вот в этой штуке колтыхаю, и параллельно промываю под краном, колтыхаю, сливаю все к чертовой матери, промываю еще раз, стряхиваю, полотенцем вытираю, все. За это время ничего не поменялось, вода та же самая. Как я ее пил, какие там с 3 лет под крана, так и пью. Полотенца, ну они все одни и те же. Что не так, Карл? Не понимаю. Но изменился явно. Возможно, мыло в некоторой степени сыграло, что вот тот свой норов пенистый, которым обладает, выказало в такой мере, что даже Симош с этим не справился. Может быть. Но в любом случае, он сегодня показал, знаете, вот, ну как в молодость вернулся, вот молодость вспомнил. Вот как только он ко мне пришел, вот первые несколько месяцев, вот он вот такой был, гусар, блин, под каждую юбку, в смысле под каждую эту крышку мыла заглядывал и с носу не знал. То есть все было у него как огонь. Да и я про него дифирамбов немало пил, пока он жрать не стал. Слушайте, ну всегда так в жизни, да, пока ты молодой, горячий там и всем нравишься, а как только там жрать начинаешь, так фу, зашкварно, и все от тебя отворачиваются, возможно. Ну вот, он свой период пережил. Надо попробовать на другом мыле. Мыло. Интересно. И вообще, честно сказать, вот с удовольствием и про него бы дифирамбы пропел, потому что по всем показателям, которые я сегодня видел, оно меня устраивает полностью. Баночка. Ну, баночка как баночка, что не хуже, не лучше других. Полиграфия, ну да. Скромненькая такая, какая-то серенькая, но это легко компенсируется содержимым. Ценник за 60 грамм 12 евро. Ну, тут пограничная, тут средняя цена, и, скажем так, тут граница между средней и уже высокой ценой. Вот как-то так бы я сказал. Зато все остальное, как только ты открываешь банку, тут тебе царство пенное и открывается. Экономичность. Ну, судя по тому, что я сегодня видел, меньше пятака, западло ставить.
пенообразование, ну огонь. Вначале я сэкономил, испугнулся, когда вот после помазка пошла вот такая вот крупная фракция. Я думаю, ну все, сейчас или сухостой будет, или еще что-то. Да куда добром? Вы сами видели, что происходило на лице. Да, первая шапка была как надо, но вторая, третья была чуть поменьше, но все-таки она выдавала и скольжение, и постскольжение. И вот, несмотря на всю эту агрессивность, которую сегодня Идеал показывал, ну вот эти легкие покраснения, ну это так, это баловство. В лучшие времена я мог такое на лице устроить. Он даже на Двачу фотографии вывешивали и радовались вместе со мной. Молодцы, ребята, Двачу привет. Ребят, по всем статьям, кроме ценника, я бы, наверное, все-таки пятак поставил. Потому что у этого мыла плюс ко всему еще и запах шикарный. Да запах такой, что в летнее время, ну, в овощную лавку вы точно не побежите. Захотите фруктиков, придете, банку откроете и нюхать будете. Вы знаете, вот такое мыло не грех оставить сушиться в ванной на часок другой, третий. Это делать нужно с каждым мылом. Но когда вы это оставите, у вас в ванной будет еще тот аромат. И вся семья будет ходить и нюхать вместе с вами. Хотя для кого-то это, возможно, и минус. Так бы сам сидел, нюхал, а тут вся семья под дверью скребется, да? Короче, мыло пятак. Пятак и за запах я бы дал отдельный дополнительный балл 6. Вот такое вот мыло интересное. Но за цену не стал минусовать. Ну что, на базаре два дурака. Один продает, другой покупает. Ну да, такой, знаете. Ну все-таки мыло-то хорошее. Станок. Вот применительно к лезвиям я его сейчас обрисовать не могу, потому что он у меня не на повседневке. Я все его вот эти вот характеры, все эти вот выкидыши, там все вот эти вот свои вот эти вот изюминки поведения объяснить, рассказать не могу, потому что, ну, я имбрей второй раз в жизни. Поэтому за лезвие сейчас сказать ничего не могу. Вот судя, если по этому станку, то кэшейф это отстой. Ну как отстой, но не предел мечтаний. А шарп, да. Ну, на 4 они сегодня отработали. Но вот как сам станок, вот если бы, например, я пришел, а на полке стоит Slim, Fatboy и Идеал, секунды бы не думал, я бы взял Идеал. Потому что первые два товарища американского производства, они для меня несколько стервозные. Это мы уже осветили, обговорили, поэтому возвращаться к этому не будем. Этот же тоже не сахар. Тоже чуть-чуть прощелкаешь, он тебе пистон под хвост, нет, не пистон, этот, как его, перца под хвост насыпет. Но он все-таки гораздо более лояльный товарищ, и с ним гораздо проще договориться для меня лично, нежели со Сливом и с Фэтбоем. По цене он не так уж и дорог. Сейчас в ушатанном состоянии на Авито вы его можете взять где-то в пределах, ну, там, 1500-2000. Вот в таком идеальном, как Ильнас прислал, я не знаю, где вы будете искать. Но если найдете, ребята, как вариант общеоздоровительный, ознакомительный, я бы его, пожалуй, мог бы рекомендовать в гораздо большей степени, нежели жилеты. Только не кидайтесь, кто любит жилеты, ребята, это я вот свою точку зрения выражаю. Да, знаю, у вас фанатов много. Там и жилеты разных цветов собираете, фэтбой разных годов. Да, ребята, да. У меня фэтбой до сих пор лежит, Слим я уже пристроил в хорошие руки. Но идеал в моем понимании, он все-таки их превосходит в бритвенных качествах. Хотя, конечно же, несомненно, он уступает по фактуре. Потому что если взять жилет и фэтбой, ну, короче, жилеты Слимы, фэтбои, они полностью металлические. А у этого все-таки серединка-то пластмассовая. Насколько это хорошо или плохо, покажет только время. Но если кто-то долго работает с идеалом, может хоть кто-то сказать, что да, пластик это плохо, да, пластик у меня развалился в дым, в хлам. Вообще там ничего не осталось, кирдык, алис, капут закрылись. Но что-то мне кажется, что такие, если и будут, то немного, если вообще будут. Поэтому от меня, Ильназу, еще раз огромный рахмат. И, блин, ну умели же делать, да? Жалко, что прикрыли лавочку. Молодцы, ребята. Ильназ, спишемся в ВК, отправляю тебе этот станок обратно. Ну, там еще что-нибудь там придумаем. Короче, спасибо тебе огромное. Ну, а на этом, да, пожалуй, что и все. Разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да, и вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.